Всем привет, меня зовут Настя. Вы на моем канале Сметанка вяжет спицами, и в этом видео я расскажу и покажу, как связать такую майку на себя или на определенный размер. Строгой привязки к моей плотности нет. Вы можете рассчитать свою или подстроиться под мою. Подробнее об этом все расскажу в расчетах. В данном видео будет представлено 4 вида оформления наборного края и 5 видов оформления горловины и пройм. Для того, чтобы сильно не растягивать процесс, на варианты оформлений будут отдельные ссылки под видео. По горловине и проймам. Вариант номер 1 выглядит вот так. Кто хочет оформить пройму или горловину вот таким способом, ссылка на него под видео. Вариант номер 2 вот так выглядит. Ссылка на него тоже под видео. Вариант номер 3 вот такой способ, очень красивый. Ссылка на него тоже под видео. Под номером 4 можно посмотреть в мастер-классе вот на эту зеленую майку. Вот так он выглядит. Номер 4, вариант номер 4. В этом мастер-классе можно посмотреть только, обращайте внимание на оформление горловины и проймы, а все расчеты на все остальные размеры только в этом мастер-классе. По зеленой майке там только на один размер, как я вязала ее на себя. Так, дальше. И последний вариант, 5-е оформление горловины и пройм, это как раз я вяжу эту майку вот с таким вот классным оформлением. Так, по оформлениям пройм и горловины все понятно. Далее оформление низа изделия. Также покажу 4 варианта. Один из этих вариантов это кетлевка. На кетлевку тоже отдельный видеоролик под видео. Обращаю внимание, что для кетлевки нужно использовать спицы меньшего размера, чем вяжем изделие. Если вы майку будете вязать слишком маленьким размером спиц, то кетлевку у вас уже не получится. Она вам уже не подходит. К примеру, если майку вяжем спицами 3 мм, для кетлевки нужны спицы 2 мм. Нужно это понимать. На кетлевку отдельный видеоролик. Дальше вариант номер 1 оформление изделия, оформление края. Это вот такой вот внизу, чтобы край не заворачивался. Номер 2. Здесь вот он одинаковый в этих образцах. Вот так выглядит номер 2 оформление низа изделия. И вот так выглядит номер 3, собственно говоря, каким я и оформила свою майку. И вот в этот вариант входят вот эти два. Они будут поэтапно в этом видео, и вы можете выбрать один из этих вариантов. Также в описании видео прикрепляю ссылку на то, как я присоединяю новый моток, соединение летней нити. И также прикреплю в этом видео ссылку на то, как я прячу кончики ниток на изнаночной глади пряжи. Вы можете вязать абсолютно из любой пряжи. Я эту майку вяжу из пряжи Гиза от фирмы Газал. Это 100% мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 125 метров. Цвет у меня 24,89. Я буду вязать спицами 4 миллиметра. Производитель рекомендует максимум спицы 3,5 миллиметра. И у него в 10 сантиметрах 24 петли. Вот в эту плотность я попала на спицах 4 миллиметра. Я вяжу очень туго. На майку, на мой размер, у меня ушло ровно 3 мотка. Это из-за того, что я до проймы вязала на 2 сантиметра меньше, чем у меня представлено будет в таблице далее. Переходим к расчетам. Так, я расскажу вам, как я рассчитала свою плотность. Вы можете поступить аналогичным образом, рассчитав свою плотность из какой-то другой пряжи. Либо вы можете просто подстроиться под мою плотность и набрать количество петель согласно моим расчетам. Итак, на спицах 4 миллиметра лицевая гладь у меня получилось в 10 сантиметрах 24 петли. Далее 24 делю на 10 и получаю количество петель в 1 сантиметре. Далее от этой плотности
я отнимаю процент на растяжение. Здесь я отняла 25%. Это касается только вот этой пряжи. Если бы я вязала из какой-то другой пряжи, то в среднем я отнимаю 15-20%. Почему здесь 25? Оставляю свои объяснения вот здесь. Далее. Определилась я со своей плотностью. У меня получилось 1,8 петель в 1 сантиметре. Далее свою окружность груди я умножаю на плотность и получаю нужное мне количество петель. У меня получилось, во-первых, не целое число, а во-вторых, вот это число должно делиться на 4. Так как когда мы довяжем до пройм, нам нужно будет делить наше вязание на 4 части. Либо сначала на 2, потом еще на 2. То есть наша циферка должна делиться на 4. У меня получилось, что она на 4 без остатка не делится. Округляю в большую сторону, получается 42. 42 умножаю на 4 части и получаю нужное мне количество петель для майки. То есть я на спице наберу 168 петель. По итогу размер моей майки получился на окружность груди 90-92 сантиметра. Пройма и убавки. Значит, провязав нужное количество сантиметров до пройм, дальше нам нужно определиться, сколько нам нужно убрать петель по бокам майки. Как это я вычисляю? 168 я делю на 4 части. То есть я, если буду вязать с глубоким вырезом горловину, значит, я делю сразу же на 4 части. И у каждой части, например, я поделила вот эту майку на 4 и начинаю вязать вот эту 1/4 часть, да, лямку вот эту начинаю вязать. И мне нужно понять, сколько мне петель надо убрать по пройме. Убираю здесь определенное количество петель и дальше иду без убавлений до самого конца лямки. Вот это количество петель я определяю следующим образом. Значит, 1/4 у меня получилось, что здесь 42 петли, да? От 42 20% это количество как раз убавок для проймы. 20% от 42 это 8,4. По правилам округления я округляю в меньшую сторону. У меня получилось 8. Значит, я здесь по пройме убавляю 8 раз и далее иду без убавок до конца. Также с правой стороны и также с левой стороны. То есть если здесь 8, то здесь, соответственно, тоже 8 я убираю. Если же мы делим сначала пополам, да, как от 1/2 высчитать вот это количество петель. От 1/2, от 84, это получается 10%. Получится та же самая цифра, 8. То же самое получится. То есть от 84 10% это 8,4. Значит, 8 убавок по бокам. Допустим, у вас не 168, а 172 петли, да? 172 разделить на 2 у вас получается на 1/2 это 86. От 86 10% это 8,6. Здесь по правилам округления я округляю в большую сторону, то есть 9 убавок я делаю справа и слева. И также со всеми остальными цифрами. Если там 200 у вас, если 200, то здесь 10 убавок будет и так далее. Так, далее я вам вставляю в видео таблицу. Ее скриньте себе. И сейчас подробно о ней все расскажу. Значит, в первом столбце у меня идет окружность груди. От и до. Далее соответствие по размеру. Какой это размер? Я сейчас вяжу на 92 сантиметра на окружность груди. Размер это 46. И следующий столбец это количество петель. Здесь количество петель исходя из моей плотности вязания. Вы можете вот эту цифру не соблюдать и набрать свое количество петель, исходя из своей плотности вязания. Вот эта цифра для вас не принципиальна. Далее у нас идет принципиально это вот. B это высота майки от низа до проймы. Это среднее число, приблизительно какая должна быть высота. Эту высоту, если вы вяжете под себя, можете регулировать плюс-минус 2 сантиметра. У меня как раз моя высота на 2 сантиметра меньше я сделала, потому что я вяжу ее под себя. Если вы вяжете для кого-то, вот ориентируйтесь на вот эту табличку. Далее C это высота проймы. Высота проймы, это значит мы начинаем убавлять, выходим на нужное количество петель для лямки, вяжем лямку, но учитываем вот эту вот высоту, какая она у нас должна быть. Высота и конец лямки. И передняя часть и задняя часть вяжутся одинаково. Вот это вот высота проймы. И последний столбец это просто общая высота майки какая. Вот в принципе и все. И инструмент. У меня это спицы 4 мм, леска 60 сантиметров, 2 маркера, игла с большим ушком, ножницы, сантиметровая лента и или дополнительная нить, либо еще одна такая же леска. Это для того, чтобы снять, например, там заднюю часть, чтобы она не мешалась вязать, когда мы работаем с 1/4 либо с 1/2.
Так, определились с количеством петель и начинаем вязать. Итак, наборный край. Сначала определяемся мы с наборным краем. Если же вы вяжете на спицах 2,5 миллиметра и меньше, то у вас вариант кетлевки уже не получится, потому что для кетлевки нужны спицы на размер меньше. То есть если вы вяжете спицами 2,5, то соответственно на кетлевку вам нужны спицы 1,5 миллиметра. Если у вас есть спицы 1,5 миллиметра, то вы можете, конечно, спокойно оформить свой край кетлевкой. Если край кетлевкой у нас не получается оформить, или просто вы не хотите оформлять край кетлевкой, то у меня есть несколько вариантов тоже оформления края изделия. И вот эти все оформления краев все подойдут к любому из оформления кроем и горловины. Сейчас я буду набирать, конечно, петли на спицы и параллельно покажу каждый из этих этапов. Они все между собой очень похожи. Вот эти два вообще одинаковое оформление. Здесь немножечко добавлен еще ряд. И покажу вам 3 варианта наборного края для нашей майки. Берем спицы основного размера, которыми мы будем вязать всю майку. У меня это спицы 4 миллиметра. И набираем нужное нам количество петель, то, что мы высчитали из наших образцов. У меня это 168 петель. Набираю я самым обычным способом. 2, 3, 4. Набираю я самым обычным способом. И в этом случае мне нужно набрать на 1 петлю больше для замыкания вязания в круг. Для того, чтобы оформить край кетлевкой, в описании под видео будет, конечно же, ссылка на кетлевку. В этом же видео мы оформляем край изделия одним из таких способов. Набираем нужное количество петель. Так, набрали мы нужное количество петель. Набрали. Смотрим, чтобы вся дорожка смотрела вовнутрь, нигде ничего не перекрутилось. По спицам я использую съемные спицы, поэтому левую спицу я всегда беру на пол размера или на размер меньше при вязании по кругу. Это нужно для того, мне это облегчает нажатие пальцем на спицу, потому что петельки по левой спице у нас только передвигаются. Левая спица наш размер петли не формирует. Основная спица у меня правая, она мне формирует правильный размер петель, и я ей в основном вяжу и формирую свои петельки. А левая спица, она у нас вспомогательна, поэтому можем брать ее на размер меньше. Также она помогает для того, чтобы вязать немножко ровнее петли, чтобы получить. То есть нам будет легко петельки с нее слезать. Вот здесь нам ничего подправлять не нужно будет, они сами будут передвигаться по кругу. И размер у меня спиц здесь, у меня укороченные съемные спицы Зинг, и леска у меня 60 сантиметров. Итак, замыкаем вязание в круг и начинаем вязать первый ряд. Я набрала на 1 петлю больше для того, чтобы соединить вязание в круг. Соединяем в круг, снимаем первую набранную петлю и через нее перебрасываем и спускаем последнюю набранную петлю. Вот так. Спустили, и теперь вот эти хвостики наши подтянули. Подтягиваем наши ниточки, возвращаем петельку, которую мы снимали, и на это место мы вешаем маркер. Это у нас будет начало и конец ряда. Повесили маркер и начинаем вязать первый ряд по кругу. Для того, чтобы край мой не заворачивался, низ изделия, я первый ряд провяжу изнаночными петлями. Просто вяжем его изнаночными. Вяжем до конца ряда изнаночными. Так, провязали один ряд изнаночными петлями. И все, на этом наш первый вариант закончен. Дальше мы просто вяжем все лицевой гладью. У нас получится просто такой край с одной изнаночной дорожкой, для того, чтобы он не закручивался. Переходим к варианту номер 2. Это все то же самое. Набираем нужное количество петель и вяжем один ряд изнаночными петлями. Провязали. И теперь вывязываем вот этот вот вариант. Для этого наше количество петель должно быть обязательно кратно 2. Вяжем ряд. Делаем накид.
2 петли вместе лицевой, можно за заднюю стенку провязать. Повторяем, делаем накид, 2 петли вместе лицевой, снова накид, 2 петли вместе лицевой. Если вы изнаночные петли вязали в предыдущем ряде классикой, вам скорее всего легче будет провязать 2 петли вместе лицевой за передние стенки. В общем, смотрите, как вам будет удобно. Этот ряд не принципиален. Так как я вязала первый ряд бабушкиными петлями, поэтому я вяжу 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Так вяжем до конца ряда. Заканчиваю я вязать ряд с накидами. Сделала я последний накид и 2 петли вместе лицевой. Все, ряд у меня закончился. Все, следующий ряд я просто вяжу лицевыми петлями. Накиды тоже лицевыми. И все. И дальше продолжаем вязать майку уже все ряды лицевыми петлями. Это мы связали вот такое оформление. Так, вяжем его полностью лицевыми. Сейчас мы закончили вот это оформление. Просто дальше все вяжем лицевыми петлями. И в следующем ряду покажу дополнительный ряд для вот этого оформления низа изделия. Сейчас я довяжу этот ряд полностью лицевыми и встречаемся в следующем ряду. Провязала я ряд лицевыми петлями. Все, у меня вот это оформление закончено. У меня дальше все идет лицевыми петлями. И приступаем вот плавно к этому оформлению. Все то же самое, как здесь. Вяжем ряд накид, 2 петли вместе, потом ряд лицевыми. И после этого ряда мы просто вяжем еще один ряд с накидами, но не с небольшим смещением. Вяжем его. Вяжем со смещением, то есть мы вяжем просто одну лицевую и дальше все то же самое. Делаем накид, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой. С наклоном влево или вправо смотрите сами, так, чтобы вам было удобнее провязать. Дальше снова накид и 2 петли вместе лицевой. И так продолжаем до конца ряда. В конце ряда у нас останется 1 петля. Я покажу, что делаем в конце ряда. Вяжем до конца ряда вот таким вот образом. Накид, 2 петли вместе лицевой. Это, повторяюсь, мы делаем вот такое оформление низа. Так, я довязываю до конца ряд с накидами. Накид, 2 петли вместе. Покажу еще, как можно провязать 2 петли вместе с наклоном вправо полегче. Вяжем сначала одну лицевую петлю, потом возвращаем ее на левую спицу и через нее перебрасываем вторую петлю. Вот так. И мы получили 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Так, провязала я последний вариант с накидом. Дальше мне нужно сделать накид и провязать еще 2 петли. Видите, у меня одна петля здесь была в начале ряда и вторая петля вот в конце ряда осталась. Мне их тоже нужно провязать 2 петли вместе, поэтому снимаю я первую петлю, снимаю маркер. Смотрите, возвращаю сюда эту петлю, делаю накид, возвращаю маркер и вяжу 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот. Накидом я добавила ту петлю, которая ушла у меня вот сюда. А здесь я провязала ту петлю, которую отсюда взяла и которая у меня оставалась здесь впереди. У меня получилась 1 петля. Вот так мы выровняли. Все, дальше мы вяжем все лицевыми петлями до наших пройм. Я буду вязать 30 сантиметров. Ну, может быть, 31 можно провязать. Хотя я, наверное, сделаю наоборот покороче, потому что у меня здесь оформление. Хочу, чтобы оно все-таки было видно, чтобы его не заправлять. Провяжу, наверное, где-то сантиметр 29, скорее всего. Да, 29 сантиметров я провяжу. И встретимся уже с вами на разделении пройм. Дальше я вяжу просто все лицевыми петельками. Я сделала вот такое вот себе оформление. Вот так. Встречаемся уже на разделение нашего вязания на переднюю и заднюю часть. Так, я провязала высоту ровно 29 сантиметров. Сейчас я сделаю контрольный замер. У меня здесь ровно 29 сантиметров. Дальше у меня идет разделение на перед и спинку.
Вот этот край у меня, видите, немножко заворачивается. Ничего страшного. Если он у вас и заворачивается, ничего страшного. После стирки он выпрямится, и все здесь будет аккуратно и красиво. То же самое и с кетлевкой. Когда я делала кетлевку, она тоже у меня вот так вот заворачивалась. Но буквально после стирки все становится ровно, аккуратно и красиво. Итак, приступаем к разделению. Так как я вырез буду делать на этой майке повыше, поэтому я сейчас делю свое вязание сначала пополам, а потом еще пополам. Каждую часть еще пополам буду делить. Я уже повесила маркер. У меня ровно половина петель на передней части и ровно половина на задней части. Приступаем к оформлению пройм и горловины. На моем канале есть вот такие 3 варианта оформления. Вот это первый вариант. На него оставляю ссылку под видео. Он будет под номером 1. Вот этот вариант под номером 2. И вот этот вариант под номером 3. Я буду вязать почти такой же, но чуть-чуть с изменением. Очень красивый вариант, но я хочу вот эту дорожку чуть-чуть сделать покороче. Ну, не такую широкую, чуть-чуть поменьше, на одну петельку буквально. Справа и с левой стороны. У меня будет похожий на вот этот вариант. Вы можете оформить один из понравившихся. Все убавки выполняются аналогично. Итак, поехали. Я разделила свое вязание пополам, и теперь мне нужно определить, сколько мне петель убрать по проймам. У меня получается сейчас будет с правой стороны и с левой стороны убавки на проймах. Как я определяю это количество петель? На моей половине ровно 84 петли. Мне нужно убрать количество петель равное 10% вот этого количества петель. От 84 петель 10% это 8,4. Ну, такого количества петель нету 0,4, поэтому уменьшаю в меньшую сторону до ровного числа, получается 8. Значит, мне нужно сделать 8 убавок с правой стороны и 8 убавок с левой стороны. И дальше идти уже без убавлений. Я сейчас разделю свое вязание пополам, начну делать убавки в каждом лицевом ряду. Все изнаночные ряды, абсолютно все, вяжутся без убавлений. Я сейчас провяжу 10 рядов с убавлениями с правой и левой стороны. Далее разделю свою вот эту переднюю часть уже на правую и левую части. Итак, поехали. Делим пополам. Для того, чтобы в местах разделения на перед и спинку у меня не было большой вытянутой петли, я сделаю это следующим образом. Я просто перекрещу последнюю петлю задней части и первую петлю передней части. Специально не довязала одну петлю. Перекрещиваем. Снимаю петлю, снимаю маркер, снимаю вторую петлю и перекрещиваю, подхватываю в первую петлю либо спереди работы, либо сзади работы, неважно. Подхвачу спереди работы. Далее меняю местами вот с этой петелькой. Возвращаю эту петлю, провязываю лицевой, вешаю сюда маркер и ряд начинаю вязать с убавлениями. Вяжу до вот этого маркера, не довязывая 6 петель. В конце ряда нам тоже нужно будет сделать точно такое же перекрещивание. И заднюю часть петель можно будет снять на дополнительную нить, либо оставить на леске, ну, кому как удобно. Первый ряд сокращений. Первую петлю в этом ряду я провяжу пока лицевой. Далее она у меня будет всегда сниматься, не провязывать, так как это кромочная петля. Первую петлю вяжу лицевой. Далее 2 петли вместе одной изнаночной. Далее делаю накид. Следующие 2 петли переснимаю на правую спицу. Разворачиваем их таким образом, чтобы вязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Это раз. Теперь спереди работы подхватываю первую петлю, возвращаю ее на левую спицу и меняю местами со второй. Вот так. Поменяла. Возвращаю эту петлю на левую спицу и ее провязываю лицевой. Так, вот эту петельку и следующую петельку мне тоже надо развернуть правильной стенкой. И их провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Вот так. Далее вяжу до конца ряда
не довязывая 6 петель. Встречаемся в конце ряда. Я довязала до конца ряда, до маркера. Делаем убавку с левой стороны. Делаем следующим образом. Снимаем первые 3 петли. Теперь сзади работы подхватываем вторую петлю. Перекрещиваем ее с третьей, вот с этой. Перекрестили, возвращаем ее на левую спицу и возвращаем нашу первую снятую петлю. Вяжем вот эти 2 петли вместе одной лицевой. Далее 1 лицевая. И следующие 2 петли нам нужно провязать одной изнаночной петлей. Первая петелька у меня лежит правильно, а вот вторую мне нужно развернуть. Я ее переснимаю и возвращаю ее вот так на левую спицу. Заводим спицу сзади, вот так. И вяжем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Вот так. Так, в конце ряда мне нужно перекрестить теперь снова эту петельку и петельку следующей части. Снимаю петлю, снимаю маркер, снимаю еще одну петлю и точно так же их перекрещиваю. Подхватываю петлю спереди работы, меняем местами и вяжу ее лицевой. Все, мы разделили вязание на 2 части. Теперь вот эти петельки вот отсюда и до маркера можно убрать на какую-нибудь ниточку, либо их закрыть дополнительной нитью. В общем, как вам будет удобно. Я сейчас просто возьму другие спицы и начну вязать вот поворотными рядами от этого маркера и до сюда. А вот эти петельки у меня останутся просто на вот этих спицах. Так, разворачиваем вязание. И начинаем вязать изнаночный ряд. Для того, чтобы не было рядности в моем поворотном вязании, у меня так получается, что я изнаночные ряды вяжу слабее, поэтому я спицу для изнаночного ряда взяла спицу меньшего размера. Моя спица вторая 3,75. То есть лицевые ряды я буду вязать спицей 4 мм, а изнаночные я буду вязать спицей 3,75. Подробнее об этом оставляю ссылку под видео на мою борьбу с рядностью и как вязать ровно. Будет ссылка в описании этого видео. Так, вяжу изнаночный ряд. Также хочу отметить, что все изнаночные ряды в дальнейшем будут вязаться точно так же, как я сейчас буду вязать этот изнаночный ряд. Первую кромочную снимаю, не провязывая. Далее у меня идет 1 лицевая петля. И покажу вам, как ее провязывать так, чтобы в лицевом ряду ее не нужно было разворачивать. Вяжем лицевую петлю, заводим спицу в петлю и сверху набрасываем рабочую нить. Вот так. Провязав таким образом вот эту лицевую петлю, в лицевом ряду ее, когда мы будем вязать 2 петли вместе изнаночной в конце ряда, нам не нужно будет уже ее разворачивать, она будет лежать правильной стенкой. Далее нам нужно поднять накид между этими петлями. Вот наша протяжка. Вот эту протяжку, в эту протяжку мы провязываем изнаночную петлю. Вот так. Далее все петельки изнаночные до конца ряда, не довязывая 2 петли. То есть я сейчас провяжу вот до этого маркера, и вот эти петельки на задней части у меня останутся ждать своей очереди. Я буду вязать туда и обратно. Вяжу теперь я до маркера, не довязывая 2 петли. Так, я довязала до конца ряда, не довязывая все-таки 3 петли. Покажу еще, как провязывать накид так, чтобы в лицевом ряду нам не пришлось вот эту петельку тоже разворачивать, чтобы провязать 2 петли вместе изнаночной. Вот эту петельку из накида я провязываю не так, как обычно я вяжу изнаночные петельки, а классическим способом. Это вот так провязываю. Далее у меня идет 1 лицевая в конце ряда. И кромочную вяжу изнаночной. Все, разворачиваемся. Маркер я убираю. У меня эти петельки остаются на еще одних спицах. А я продолжаю вязать поворотными рядами вторыми спицами. Сейчас я вот эти спицы быстренько сниму, повешу сюда заглушки и вернусь. Так,
Продолжаем вязать поворотными рядами нашу одну вторую часть перед. В данном случае я вяжу переднюю часть. Вяжем следующий ряд. Первую кромочную снимаю. Далее мне нужно провязать 2 петли вместе одной изнаночной. Мои петельки уже лежат правильными стенками. Просто их провязываю 2 изнаночные за вот эти стеночки. Вот так. Провязала. Далее делаю накид. Следующие 2 петли перекрещиваю, снимаю на правую спицу, подхватываю спереди работы первую петлю, меняю ее местами со второй, так аккуратненько, поменяла, возвращаю эту вторую петлю и вяжу ее лицевой. Следующую петлю я вяжу 2 петли вместе со следующей петлей лицевой. Вот так. Далее вяжу до конца ряда, не довязывая 6 петель. Встречаемся в конце ряда. Я довязала до конца ряда, не довязывая 6 петель. Так как я вяжу бабушкиным способом, мои петельки лежат уже не так. Видите, они как лежат? Вот дальней стенкой ко мне ближе. Теперь вот эти 3 петли я переснимаю таким образом, чтобы потом вязать 2 петли вместе с наклоном вправо. То есть мне нужно их вот так вот подхватывать и сразу разворачивать. 1, 2, 3. Развернула их правильными стенками. Теперь снова перекрещиваю, как и в прошлый раз. Перекрещиваем. Возвращаем на левую спицу и вяжем 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее 1 лицевая. Дальше у меня идут 2 петли вместе одной изнаночной. Они у меня уже лежат правильными стенками. Мне тут разворачивать ничего не нужно. Подхватываю сзади за 2 петли и провязываю 2 петли вместе одной изнаночной. Провязала, кромочную вяжем изнаночной. Изнаночный ряд точно так же возвращаемся, как я только что вам показывала, и так далее. Я сейчас буду вязать туда обратными рядами, пока я не сделаю по 5 убавок с каждой стороны, то есть 10 рядов, пока я не провяжу 10 рядов с убавлениями. И встречаемся на разделении уже на правую и левую части. Я провязала 10 рядов, у меня ровно по 5 убавок с каждой стороны. Дальше перехожу на разделение на 2 части, на правую и левую стороны. Я повесила маркер, отсчитав ровно половину петель. В этом месте мне нужно будет тоже перекрестить вот эти 2 петельки, чтобы у меня не было вытянутой петли. И дальше я буду продолжать уже вязать поворотно-обратными рядами, но каждую часть уже по отдельности. Убавки я буду делать точно такие же, но не забываю, что у меня здесь 5 уже сделано. Мне осталось сделать еще 3 убавки и дальше идти уже без убавлений. Так, и вот это расстояние, забыла я повесить сюда маркер, и вот это расстояние, которое я провязала, здесь у меня получилось 3, почти 4 сантиметра в высоту. Высота моих убавок где-то приблизительно 4 сантиметра. Все, дальше разделяю я точно так же. Здесь перекрещиваю 2 петельки, и убавки у меня точно так же, когда мы делили на 2 части. Дальше вяжу с убавками уже только на правой части. Здесь сделаю 3 убавки и дальше покажу, как вязать такое оформление, не убавляя петельки. По правой стороне проймы я сделала ровно 8 убавлений. Можно даже посчитать. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, с правой стороны по пройме я больше убавлять не буду. А с левой стороны по линии горловины я буду убавлять до тех пор, пока у меня на спицах не останется 16 петель для лямки. Сейчас показываю ряд, как я вяжу с правой стороны без убавлений, а с левой стороны убавление все точно так же. Вяжем ряд и с правой стороны не убавляю. Первую кромочную снимаю. Далее мне нужно провязать 2 петли вместе одной изнаночной. Мои петельки уже лежат правильными стенками. Вяжу 2 петли вместе одной изнаночной и делаю накид. То есть я убрала петлю и тут же ее добавила. Дальше следующие 2 петли я просто перекрещиваю, как обычно, и
Просто вяжу их, провязываю без всяких 2 петли вместе, просто их провязываю. Дальше вяжу до конца ряда, не довязывая 6 петель, и с левой стороны у меня убавка точно так же, как мы убавляли, когда вязали одну вторую. Довязала я до конца ряда, не довязывая 6 петель. Здесь я делаю убавку, все точно так же продолжаю. Снимаю 3 петли, сразу их с правильными стенками разворачиваю, подхватываю сзади вторую петлю, перекрещиваю, вяжу 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, далее лицевая. Дальше у меня идут 2 петли вместе, одной изнаночной, поддеваю сзади работы в 2 изнаночные петли, вяжу одной петлей изнаночной и кромочную вяжу изнаночной. Изнаночный ряд точно так же возвращаемся и продолжаем так вязать, убавляя только с левой стороны, пока на спицах не останется ровно 16 петель. И так, ну я связала уже все лямки. Сейчас покажу, как вязать такое оформление без убавлений. Один ряд остался мне связать. Смотрите, я вам показывала сейчас правую сторону. Мы довязали до лямки 16 сантиметров. Дальше вяжем саму лямочку, нужное нам количество сантиметров, и переходим на левую сторону. Присоединяем нить от середины и начинаем вязать с лицевого ряда. И в этом же ряду мы начинаем сразу убавки, как и при делении пополам, все точно так же. Но смотрите, с левой стороны мы заканчиваем с левой стороны по стороне пройм 8 убавок у меня, и дальше идет без убавлений. А по линии горловины я убавляю до тех пор, пока не выйду на нужное количество петель для лямки. Так вяжем со всеми 4 частями. И вот, я довязала уже все 4 лямки. Мне осталось вам показать, как вязать все без убавлений. И дальше, смотрите, я вяжу последний ряд лицевой, и изнаночным рядом я все лямочки закрыла, просто петельки. Сейчас, конечно, я их буду распускать, чтобы у меня были открытые петли, и сшивать лямки методом петля в петлю. Вяжем ряд по лямке без убавлений, ни справа, ни слева. Первую кромочную снимаем. Далее у меня идет 2. Далее 2 петли вместе одной изнаночной. Далее делаю накид. Перекрещиваем 2 петли с наклоном влево. Без убавок мы их вяжем. Далее до конца ряда, не довязывая, 5 петель. И в конце ряда, вот довязала, где 5 петель, делаем перекрещивание с наклоном вправо. Переснимаем 2 петли, меняем их местами и провязываем поочередно лицевыми. Далее 2 петли вместе одной изнаночной, подхватываем сзади работы петельки, провязали, и 1 изнаночная. Тут можно было бы мне сделать накид, я его сейчас подниму. Изнаночным рядом я возвращалась и закрывала все петли. И сейчас скажу, что у меня получилось по сантиметрам. У меня вот тут где-то вот я повесила на этой стороне маркер. У меня все части, все 4 части абсолютно одинаковые. Я их вязала абсолютно одинаково. И вот я повесила маркер на том ряде, где я нашла то место, где у меня идет отделение напополам, и повесила сюда маркер, чтобы измерить, сколько сантиметров у меня получилась каждая моя лямка. Я провязала, получается, ровно 22 сантиметра. Если считать по рядам, то я, когда дошла до убавлений на нужное количество петель для лямки, я провязала еще 20 рядов вверх, то есть 10 вот таких вот оформлений получилось у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот здесь у меня был последний ряд с убавлениями по горловине, видите? И дальше у меня пошло без убавлений, я провязала ровно 20 рядов. На всех остальных частях все точно так же. Здесь
По левой стороне я шла по горловине, дошла до нужного количества петель для лямки и провязала 20 рядов. Все 4 части, они все у меня одинаковые. Так, приступаем к сшиванию. Сняла второй лямки тоже петельки на спицу. Кончик нити я отрезала от клубка. Приступаем к сшиванию. Берем иглу с большим ушком и начинаем сшивать методом петля в петлю. Делаю соединительную. Сначала соединяю, делаю соединительную. И теперь иду и сшиваю поочередно наши лямки. Так, здесь я соединила. Завожу спицу снаружи вовнутрь петли первой, снимаю ее и во вторую иду изнутри наружу. Вот так. Продеваю, возвращаюсь сюда. Здесь тоже завожу иглу снаружи вовнутрь, снимаю эту петельку и во вторую петлю иду с внутренней части наружу. Вот так. Возвращаюсь к дальней спице. Вновь завожу спицу снаружи вовнутрь, снимаю петлю и во вторую петлю изнутри наружу. Это мой накид, кстати. Вот так. Возвращаюсь теперь снова на эту спицу. Иду снаружи вовнутрь, снимаю петлю и во вторую изнутри наружу. Вот так. Тоже в накид попала я. Вот так. Теперь снова возвращаюсь к дальней спице. Снаружи вовнутрь, снимаю петлю и во вторую изнутри наружу. Вот так. Смотрю, чтобы эта петелька была не перекрещенная. Возвращаюсь сюда и повторяю все точно так же. Снаружи вовнутрь, снимаю петлю и в следующую я иду с внутренней части, вывожу наружу. Вот так. Затягиваем. И так идем поочередно. Каждую, заводя иглу в спицу, заводя иглу в петлю дважды, получается. Снаружи вовнутрь, снимаем петлю и с внутренней части наружу. Выходим. Снаружи вовнутрь, с внутренней части наружу. Так идем по всей. Тут я спустила петлю случайно. Где она? Вот она, петелька. Она заходила вот в эту. Значит, завожу сюда и иду в соседнюю. Вот так. Так иду до конца ряда. Снаружи вовнутрь, с внутренней части наружу. Так и вот так. Так и вот так. Кто не хочет мучиться, можете просто сшить лямку своим любимым обычным способом. Так, продолжаем сшивать до конца ряда. Я заканчиваю ряд практически. Тут осталось 2 петли. И тут тоже 2 петли. Сюда в последнюю завожу и вытаскиваю. Все, здесь все затягиваю. Вот эти ниточки затягиваю между собой. Перевязываю и прячу внутри лямочки. Вот такой шов. Я его специально затянула. Не стала делать расхлябанным.
Такой у меня шов здесь получился. Все, дальше прячу вот эти ниточки вокруг, внутри лямки. Как я прячу ниточки, оставлю отдельный видеоролик в описании к этому видео. Так, вот такая лямка получилась. Так, вторую мы сшиваем точно так же. И все, наша майка готова. Обязательно ее стираем. Так, маркер я могу уже снять. Вторую лямочку сшиваем, прячем кончики ниток и отправляем нашу майку стираться. Сейчас, пока я не спрятала нитки, я сейчас ее взвешу, скажу, сколько грамм она у меня получилась. Так, и по весу моя майка получилась 151 грамм. 150 грамм. 3 мотка ровно получилось. На этом мой мастер-класс закончился. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!